Здравствуйте! С вами технический обзор от лаборатории Астроскоп и я, Виктор Леонидов. Компания Delta Optical производит морские бинокли, которые позиционируются высокой устойчивостью к тяжелым условиям наблюдений, а также оснащены необходимыми приборами ориентирования для длительных и экстремальных путешествий. Так давайте прямо сейчас посвятим наш обзор одной из таких моделей и рассмотрим бинокль серии Delta Optical Sailor 7х50 C1. Бинокль поставляется в белой фирменной картонной коробке, внутри которой заключен наш бинокль и аксессуары. Давайте скорее откроем ее и посмотрим, что там внутри. Сумка бинокля выполнена очень добротно из плотных синтетических водоотталкивающих материалов и закрывается на широкую липучку. Снаружи имеет карман для аксессуаров, а внутри уплотненные боковые стенки и дно. У сумки также имеется несъемный регулируемый синтетический ремешок. Шейный ремешок шириной в 4 см имеет очень качественное исполнение. Выполнен он снаружи из жестких синтетических материалов, а внутри имеет мягкую вставку для удобного контакта с шеей. Конструкция корпуса на высоте. Выполнен из алюминиевого сплава, бинокль покрыт качественным резиновым покрытием. Корпус данной модели полностью водонепроницаем, а также заполнен азотом для предотвращения запотевания изнутри. Вес бинокля немал, аж целых 890 грамм, поэтому при длительных наблюдениях рекомендуем пользоваться L-адаптером, гнездо которого находится на центральной оси между тубусами бинокля. Стоит отметить отличную эргономику и компактность корпуса бинокля. Крышки объективов и окуляров изготовлены из резины и защищены от случайной потери. Объективные крышки очень удобно крепятся к центральной оси при помощи ремешков, а сдвоенная окулярная к шейному ремешку. Данная модель имеет индивидуальную фокусировку для каждого окуляра и, как следствие, жесткую центральную ось. Межзрачковое расстояние регулируется от 56 и до 72 мм. Диаметр выходного зрачка составляет 5 мм. Минимальная дистанция фокусировки примерно равна 6 метрам. Бинокль также оснащен встроенным компасом с подсветкой и дальномерной шкалой. В нижней части правого тубуса имеется градуированная шкала ценой деления 1 градус. Когда объект наблюдения лежит на севере, шкала показывает 0 или 360 градусов, на востоке 90, на юге 180, на западе 270. Для определения расстояния вам необходимо знать высоту какого-либо объекта, например, 18 метров. На вертикальной шкале дальномера посчитайте количество делений, которые он занимает, примерно 6. Поверните шкалу Angle так, чтобы цифра 6 верхней шкалы совпала с меткой. На средней шкале отложите высоту объекта и ниже напротив увидите расстояние 300 метров. Объективы диаметром 50 мм покрыты антибликовым покрытием типа FMC, как, впрочем, и окуляры. Благодаря этому и качественным призмам типа BAK4 светосила бинокля равна 51. Говоря об окулярах, нужно заметить их качественное исполнение. Они имеют вынос зрачка целых 23 мм. Наглазники высотой почти 15 мм выполнены из довольно мягкой резины. Для людей, носящих очки при наблюдениях, их необходимо отвернуть. Напоследок хотелось бы провести несколько необычный тест для наших обзоров. В доказательство максимальной степени водонепроницаемости GS7 не побоимся замочить руки. Опустим бинокль в воду, предварительно сняв крышки объективов и окуляров. Как видите, морская репутация данной модели вне всяких сомнений. Тестирование бинокля показало качественное исполнение оптики. Картинка, получаемая от бинокля, обладает естественными насыщенными цветами и небольшим хроматизмом. Его проявления более заметны ближе к краю поля зрения, а центр почти свободен от них. В бинокле в малой степени присутствует такое искажение, как дисторсия. Ее проявление совсем незначительно и наблюдается от 85% от поля зрения. Ближе к самому краю можно заметить совсем небольшое падение резкости. Стоит отметить хорошее поле зрения бинокля. Оно составляет 7,5 градусов или 132 метра на километр.
Выходной зрачок диаметром почти 7 мм и просто отличная светосила дают возможность применять его в условиях плотных сумерек. Подводя итоги, в первую очередь отметим надежность и качество механических узлов. Бинокль действительно морской и сделан по ГОСТам для судовых биноклей. Это позволит использовать его в суровых условиях, как морякам, так и путешественникам. Хочется отметить хорошую глубину резкости данного прибора. Нет необходимости в ее постоянной подстройке при наблюдениях объектов, расположенных на значительных расстояниях друг от друга. Применение качественной оптики позволяет получить хорошее изображение с минимальными искажениями. Среди достоинств также стоит выделить компактность корпуса, что придает удобство при ношении. Существует как естественная подсветка компаса, так и возможность осуществлять ее от батарей, что даст возможность определять направление движения даже в темноте. С вами был технический обзор от лаборатории Астроскоп. До скорой встречи в нашем магазине!